превратилась в доктрину нанесения первого обезоруживающего удара. Потому что вроде бы как гибкое реагирование, мы тебя не бомбим, а ты нас не бомбим. Но мы-то удар первый наносим. Знаешь, Жень, для меня это самый настоящий ангел смерти. Он летит над страной и раздает сигналы на ядерную атаку. И вдруг ты понимаешь, где-то в середине войны, что нет, что-то не выходит. Ну, например, советская армия в Афганистане. Как сказал мой один знакомый, прошли мы сверху вниз, потом справа налево, потом диагонали туда по диагонали туда и обратно. Весь Афганистан. По 3 раза. Что изменилось? Ничего. Привет всем. Вы снова на канале Ширяев. Здесь я журналист Евгений Ширяев. Мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте. Рад вас снова видеть на нашем канале. Сразу призываю вас, не откладывая в долгий ящик, подписаться на наш канал тем, кто нас регулярно смотрит, но пока еще этого не сделал. Пожалуй, начнем мы с стандартного, в этот раз не совсем стандартного, потому что действительно много населенных пунктов. За эту неделю, по данным Минобороны, было взято под контроль российскими войсками. В Донецкой области это Отрадное, Зеленое поле, Ступочки, Старая Николаевка, Романовка и Новая Полтавка. В Харьковской области Радьковка и наступление в Сумской области. Это населенные пункты Константиновка, Владимировка, Беловоды и Локня. Локня, говорят, что Локня. Как правильно. На самом деле точки приложения сил остались те же, что и на прошлой неделе. Ситуация с точки зрения расклада сил не изменилась. Даже появилось интересное такое сообщение, что якобы Зеленский срочно вернулся из Германии, потому что осложнилась обстановка в связи с наступлением российской армии в Сумской области. На самом деле главное событие происходит вовсе не в Сумской области, там тоже события важны, но главное не там. Надо же помнить, помнишь этот, или уже мы забыли, населенный пункт, районный центр в Курской области Суджа. Конечно, все помнят его, да? А сейчас российские войска вроде как взяли населенный пункт Локня, он уже в Сумской области, все говорят, что вот оно продвижение и все такое. Надо понимать, что между Суджей и Локней 15 километров. Когда смотришь карту, кажется, что далеко, на самом деле близко. Да. А от Локни до Сум, до предместья 24. То есть, на самом деле, это совсем не те масштабы, они от границы отошли не так далеко. Вопрос в том, как быстро продвигаются войска. Это да. И все-таки там важные события, но они не такие сущностные. То, что главное все-таки наступление, так между Мирноградом и Торецком эта группировка так и прет. И за истекшие неделю они прошли еще 7 километров до Русиного Яра. В общем, дошли до предместья его. И самая главная группировка российская не только продвигается в одном направлении, вдоль трассы, да, она уже расползается в бока, то есть влево, в смысле на запад и на восток. В частности, был ликвидирован карман между Торецком и этой трассой на Константиновку, где там в окружении оказались, или, по крайней мере, вынуждены были выходить из окружения части в 2 населенных пунктах. Я думаю, что это намного важнее, потому что это, впервые появились цифры, но они рассчитаны на основании данных обыкновенных картографических сервисов, это может сделать любой человек, что российская армия за последнюю неделю заняла территорию более 180 квадратных километров. Это больше, чем даже осенью были наступления. Это прилично. Мы говорим, ты в смысле говоришь, что эти квадратные километры не очень релевантны. И продолжаем на этом настаивать, да. Но я имею в виду, что оценивать темпы наступления можно не только по прямой, да, но и по площади. И поскольку уже 3-й месяц командование Вооруженных сил Украины не может купировать это продвижение, это и есть самая главная точка сейчас.
сражение, на которое должна быть предметом особой заботы Сырского, особой заботы. И вот тут встает вопрос, который вот уже вторую неделю, где резервы. То есть приходят такие сообщения из источников, что все-таки резервы какие-то туда перебрасываются. Но, видимо, совершенно недостаточные, раз они не могут купировать это продвижение. А раньше им это всегда удавалось. Всегда. Получается, что это развитие событий ставит в полный рост вопрос, а вообще это тест на состояние украинской армии. Что имеется в виду? Что поскольку российская армия начала продвижение еще месяц назад по всем болевым точкам одновременно, она как бы прижимает, она не дает Сырскому снимать с других участков фронта какие-то части в виде резервов и перебрасывать их срочно вот в этот район между Торецком и Мирноградом. Как это, для чего это делается, понятно. И в частности, вот и наступление в Сумской области тоже этому способствует, чтобы не было свободных резервов. И все-таки всегда находились 3 недели подряд недостаточно резервов перебрасываются вот на это направление, чтобы их остановить. Но это означает, что вообще-то, может, их вообще не хватает. То есть, в принципе, во всей армии, не то по всему фронту, не то, что там в каком конкретном месте. Вот это вот что-то вроде проверки такой. Посмотрим, что будет в следующей неделе. Но вообще пока с тем же самым темпом положение для вооруженных сил Украины ухудшается и ухудшается вот в этом конкретном месте. Вот. И я на него буду и дальше смотреть как на такой вот оселок, как показатель. Ну, если хочешь, термометр, который показывает положение украинской армии. Ну вот после того, как началось это наступление в районе Мирнограда, как ты говоришь, есть, вероятно, какие-то проблемы с резервами у украинских войск. Происходит отступление или активная оборона, как это называется? Нет, это сейчас отступление. Особенно вот это заметно было по эпизоду, где остались вот, южнее населенного пункта Заря, в Кармане 2 населенных пункта, где части их обороняли украинские, никто даже не знает, что с ними произошло, как они вообще оттуда вышли и вышли ли вообще. Вот когда я разговаривал с участником штурма Грозного, новогоднего, того знаменитого, 1995 года еще, они рассказывали, как отступление быстро перерастает в неуправляемое отступление. И это очень опасный вид действий. То есть легче и правильнее оставить для командования, бросить войска на произвол судьбы, чем выводить их по неподготовленному плану, рискуя, что они побегут. Потому что если такой интересный психологический эффект, если какая-то часть начинает отступать, а потом побежала, то вот этой паникой своей она может заразить близлежащие окрестности, всех, кто рядом, соседи, справа, слева. Что такое активная оборона? А украинская армия постоянно нам показывает примеры активной обороны. Да? Они сделали на это ставку. Это вот представь себе, ты вдруг неожиданно, вот противник приближается к позициям, ты неожиданно ночью снимаешься и резко отошел в сторону. Противник приходит, на этом месте никого нет, ему нужно время, чтобы тебя обнаружить, послать разведку, перегруппироваться. Если это далеко или рельеф местности требует этого, он перестраивается в походные колонны. В это время может быть нанесен резкий, неожиданный удар артиллерии или авиации, предположим, по этим походным колоннам. Или он, предположим, движется дальше и вдруг нарывается на минное поле. Оказывается, ты при отходе оставил там минные поля. Или, предположим, он двигается, в это время наносятся фланговые удары неожиданные. Или он попал в засаду. Оказывается, ты ушел не так далеко, а засел в засаде. То есть разные варианты есть. А потом ты снова отступаешь. Но уже по-другому. И вот это вот такое бадание, когда ты постоянно ножки подставляешь, да, противнику в наступление, и называется активная оборона. То есть, когда ты ставишь его в неудобное положение, заставляешь тратить ресурсы и так далее. Все, и твое наступление оборачивается большими гораздо потерями, чем ты рассчитывал. Вот есть знаменитый фильм Мела Гибсона «Апокалипто», где герой фильма, индеец,
отступает, ну, фактически бежит через джунгли от компании жутких своих преследователей, которые должны его там казнить, да, через джунгли. И он на протяжении всего фильма постоянно им какие-то каверзы строит. Постраивает так вплоть до того, что они в конце концов там сами друг друга поубивали. В общем, все там в живых, по-моему, 2 всего осталось от этой группы, которая его преследовала. В конце. Вот это яркий пример активной обороны. Человек бежит, он отступает, он постоянно думает о том, чтобы сделать, чтобы у противника, значит, там, в данный момент просто сократить численность, но вообще его усилий затормозить. Вот прям весь фильм об этом. Это и есть активная оборона. Вот у Мэла Гибсона в фильме «Апокалипты». Вот здесь, вот в этом наступлении я этого не вижу. Это уже не активная оборона, это просто отступление. А отступление – это тоже вид боевых действий. Он предусмотрен, он сложный. Отойти вот так, чтобы без паники, аккуратно, равномерно, все, так сказать, это тоже планируется. Ну, как отходили украинские войска из Курского плацдарма, например, да? Многим удалось в плановом порядке просто выйти. Как положено, здесь вот этого я не увидел. И это тоже свидетельствует о том, что не все благополучно. Одновременно с этим, южнее гораздо, там, где вот плацдарм был, когда брали Великую Новоселку, в тех краях, российские войска заняли село Богатырь. И вот эту неделю украинские войска осуществляли несколько контратак на Богатырь. Вот помнишь, мы говорили об этой идее теоретической построить так называемую линию дронов, когда сзади, за линией, так сказать, стоят и беспилотники уничтожают все, что есть, киллзон организуют такую, так сказать. Вот контратаки на Богатырь и вот такие же контратаки в других местах прямо противоречат этой теории, вот этому замыслу. Они категорически, так сказать, его вот просто как коту против шерсти. Нельзя контратаками заниматься, если ты собираешься просто отбиваться дронами от наступающего противника и не вступать с ним вот, в ближний бой. Контратаки губят твой личный состав. Ты теряешь людей в контратаках. Но вот. У тебя есть шанс отбить обратно. Да. А надо ли, если ты принял на вооружение... Но это же никто не принял. Теорию линии дронов? Конечно, не принял. Я просто говорю, что у командования вооруженных сил Украины свои резоны, свои соображения. Это еще про эту линию дронов 10 раз, наверное, услышим. Но там тоже, наверное, свои споры идут о ее целесообразности в том виде. Потому что они дерутся за каждый участок земли. Они в окружениях остаются и сражаются. Это никакая не линия дронов. Вот. Но это к слову. К слову о линии дронов, вообще о революции дронов, о том, о чем мы говорили в прошлом выпуске, о том, что НАТО, американцы, ну, видимо, все-таки пытаются как-то поразмыслить и придумать, как бы использовать дроны в своих целях. Статьи о том, что надо вообще перестраивать даже армию, они появились уже, это еще пока не публичные заявления военных, больших военачальников, хотя Трамп вот на выступлении перед выпускниками Вестпойнта уже сказал, что изменения стремительные в вашей профессии происходят сейчас. А вот она имела в виду именно это. Но и вот одна из этих статей недавно опубликована в Израиле. Я ее послал своему знакомому, который занимается вот непосредственно прям подготовкой операторов дронов в тесной взаимосвязи с фронтом. Этот военный сказал так, вот его интересное замечание, что это очень хорошо, что эти статьи появились только сейчас. Это означает, что у противника, а, конечно, противником он считает страны НАТО, понятно, значит, отставание в видении этой проблемы 1,5 года по сравнению с нами они отстают. Вот. Но это очень плохо в том смысле, что вот мы своей кровью, опытом, добытым вот в сражениях, на поле боя, заработали этот опыт, а другие на нем учатся. И дальше он такой вывод делает, и даже не знаю, что сказать, что... Значит, надо все секретить тотально.
все наши наработки, там, тактические и так далее, вот все засекречивать. Но точно такие же процессы происходят на Украине, среди украинских военных. Они также они делятся с американцами абсолютно. Так что тут секретить бесполезно что-либо. Они видят все изменения тактические, которые происходят в действиях российской армии. Но вот, по его мнению, Запад сейчас отстает на 1,5 года от России. За последнюю неделю произошли разные изменения в дипломатической игре между Россией, Европой, США, НАТО. Стороны обмениваются разными колкостями, даже, в частности, Медведев и Кит Келлог. Трамп называет Путина сумасшедшим. Рейтерс сообщает якобы, что одно из условий – обещание письменное, что НАТО не будет расширяться на восток. Да, это вот вообще удивительная вещь. Это означает, что если НАТО дает письменное вот такое, значит, обязательство, то должен быть подписан некий документ, договор, я не знаю, как его обозвать, да, но на бумаге, но в НАТО такое количество стран, которые между собой все равноправны в принятии решений, да. И я понимаю, если американцы на всех надавят, там они, по идее, должны подписать. Но это прям целый процесс. Получается, что НАТО, вот если Рейтерс верить, вовлекается в этот процесс переговоров как полноценный участник. В общем, сейчас было как Украина, Россия, 1 на 1, а теперь еще 35 государств, там сколько их есть, НАТО. Понимаешь, то есть это вообще на самом деле... то есть выходит, резко усложняется. Если одно из требований – это не вступление Украины в НАТО, я так понимаю, это всегда следовало ожидать, что одним из подписантов всего этого гипотетического гигантского мирного соглашения будет то, что НАТО каким-то образом будет подписантом. Вот если Украина ввела себе в Конституцию, что мы стремимся в НАТО, это наша конечная цель, она же может из Конституции ее убрать. Если Украина пишет, торжественно обещаем, больше никогда не стремиться в НАТО. Хорошо, подписали этот договор. А теперь еще и НАТО должно присоединиться и сказать, и мы тоже подтверждаем, что мы никогда в жизни Украину к себе не возьмем. Это усложняет переговоры резко. Это запутывает. Так это так называемая как раз гарантия. Гарантия, но все сложнее теперь стало. Теперь переговоры еще дольше будут, если вот НАТО подключать к этому делу. То есть... Было объявлено, вернее, Мерц объявил, что вроде бы как теперь отменяются все ограничения на удары оружием дальнего действия вглубь территории России. Потом он сказал, что значит, никто этим уже не связан обязательством ограничений, США, Германия, Франция и Германия тоже не связаны. Потом разговор зашел о том, что, может быть, ракеты Таурус туда будут поставляться и так далее. Потом выступили с опровержением его коллеги. Мерц всех запутал на самом деле. То есть не очень понятно, что он имел в виду. Он сказал, что Таурус таки могут легко быть поставлены. Он сказал, что это не исключается. Да. Но у них сейчас такая тактика поведения, они специально все запутывают. Они делают так, чтобы можно было трактовать их слова в пользу сомнений и больше бояться последствий их. Напоминает недавние слова Владимира Путина о буферной зоне, которые тоже трактоваться могут очень по-разному. Да, по-разному. Пока еще мы ни одной буферной зоны не увидели на самом деле. Это все пока только локальные такие участки, которые не тянут по своим параметрам на буферную зону. И вот было в том числе и заявление о том, что Германия поддержит производство на территории Украины. Сначала говорили о ракетах дальнего действия, и чуть ли не 2500 километров дальности и так далее. Потом поправили, оказывается, это всего лишь финансирование дронов дальнего действия, которые на Украине давным-давно уже производятся, вот эти самолеты, которые там на Алабугу падали и так далее. Все. Тогда это я могу понять. Это просто Германия часть денег берет, часть финансирования этого процесса берет на себя. Это легко можно понять, потому что так сделан бюджет Украины, что западные деньги они не должны на армию расходовать.
армия и все, что касается вот, вооруженной борьбы, это все из украинского бюджета. А западная помощь, она там на социальные нужды, там, на пенсии, на все вот это. И вот сейчас впервые еще и Германия присоединяется к какой-то внутренней программе по производству оружия на территории Украины. Ну, сразу скажу, что, конечно, и заводов по производству сложных систем вооружений, потом говорили о том, что они будут производить зенитные ракеты по лицензии в Германии и так далее. Вот таких больших заводов, их на территории Германии, на территории Украины нет пока. Боеприпасы Украина вообще не производила на своей территории до совсем недавнего времени. А уж такие сложные боеприпасы, тем более. Поэтому это все-таки скорее вот в рамках затуманивания, так сказать, взгляда противника, создания ложной видимости и так далее. Скорее всего, вот так. Я и не верю, что Украина сможет производить западное сложное оружие, там очень дорогое, да, на своей территории, в обозримом будущем. Когда-то может быть, сейчас нет, точно совершенно. Ну и тем более, что, ну, конечно, гораздо проще производить это оружие в безопасных местах, где-нибудь в Польше, в Словакии или на территории Германии. Украина-то она все время под обстрелами. Ну, построишь завод, вложишь в него $1 миллиард, а потом хлоп и нет завода. Ну, это такая вещь рисковая. В последние дни мне чаще стали попадаться разные интерпретации российской позиции, переговорной позиции, как вот Россия настроена на очень длительные переговоры. Конечно, об этом и раньше шло, но вот в последнее время это участилось. Особенно там после слов Мединского про то, что, значит, вот Вьетнамская война была, Корейская война, это всегда многолетние переговоры, это нормально вести переговоры во время боевых действий. То, что раньше как бы, ну, по крайней мере, когда говорили вообще о переговорах, ну, как бы не очень это была популярная позиция, что вообще так будут переговоры идти. Все-таки понятно, что надо, значит, сделать сначала прекращение огня. Ты все время настаивал, что нет. Значит, это бессмысленно будет для России. Россия будет всячески стараться, чтобы никакого прекращения огня для переговоров не происходило. И, судя по всему, такова действительно российская позиция. Теперь уже точно, что да, надо вести переговоры так. Но можешь вот объяснить, зачем нужны такие вот длительные переговоры, о которых говорит Мединский, приводя в пример там Вьетнам и так далее. А почему так почему долго? Вьетнам? Переговоры о выводе советских войск из Афганистана. И да. Шли, Какой смысл таких длительных переговоров? Что нужно так долго обсуждать? Дело в том, что самой вот этой формулы безоговорочной капитуляции, ее в международной практике, вообще в истории очень немного на самом деле, ну, последнее столетие, да, и, как правило, всегда все вооруженные конфликты, все войны заканчивались неким компромиссом в ту или в другую сторону. А вот в какую сторону, в ту или в другую, вот об этом вот переговоры-то и идут. На самом деле они несколько лет могут длиться именно потому, что каждая из сторон все-таки надеется выторговать себе лучшие условия, чем... И американцы, когда собирались там, выходить из Вьетнама, они до последнего старались всячески, значит, выторговать лучшие условия для своих протеже. Это южно-вьетнамский режим, вот этот, который они уходили, они оставляли его один на один вот, с Северным Вьетнамом. И так далее. То есть они пытались сохранить этот режим и на лучших условиях заключить итоговое соглашение. В 1972 году, накануне, прям вот скоро уже все, подписание договора, они устроили глобальную бомбардировку, в том числе бомбардировку Ханоя. Это называлось рождественские бомбардировки. Это было что-то, в общем, из ряда вон выходящее. Невероятное количество бомб было сброшено прямо в процессе переговоров. Это было давление. Потому что вот после этой рождественской бомбардировки положение вьетнамской армии Южного Вьетнама еще больше ухудшилось. Американская армия положение еще ухудшилось. Американцы поняли, что бомби, не бомби, все равно уходить надо. Я хочу тебе сказать, Женя, это динамический процесс. Они так не стоят железно на одном месте. Они все-таки из положения на земле. Как вот сейчас есть такое выражение, да, с легкой руки, по-моему,
этого Лаврова вошло в обиход. Действительно, от положения на фронтах очень много зависит. Поэтому никакое статическая ситуация – это полный разгром армии противника и капитуляция. Вот это, да, действительно, там никакие переговоры не нужны вообще. А здесь нет, И каждая сторона до последнего пытается. Может ли положение стороны переговоров ухудшиться в процессе переговоров? Может. И здорово может ухудшиться. Может улучшиться. Но зачем вообще так довести переговоры? Я еще раз повторяю. Ты можешь просто продолжать боевые действия. Если ты готов их продолжать, зачем начинать переговоры? Но ты можешь их продолжать с целью давить на противника, но понимаешь внутри себя, что ты не добьешься тех целей, которые ты поставил изначально. Да, конечно, изначальная цель – разгром армии противника и принятие им всех твоих условий. И вдруг ты понимаешь, где-то в середине войны, что нет, что-то не выходит. Например, советская армия в Афганистане. Как сказал мой один знакомый, прошли мы сверху вниз, потом справа налево, потом по диагонали туда и обратно. Весь Афганистан. По 3 раза. Что изменилось? Ничего. И Коммунистическая партия Советского Союза, вот, Политбюро, Центральный комитет, начали репу чесать. Потом начались переговоры, как бы сделать так, что вот мы уходим, но режим Наджибуллы остается. Чтобы он, значит, там дружественный Советскому Союзу, да, чтобы там не пришли исламисты к власти и так далее. Вот это все одновременно, параллельно с переговорами ушел массовый завоз оружия, создание складов для этого режима Наджибуллы. Много мероприятий было, значит, обучение офицеров и так далее, создание планов сопротивления. Вот это все в совокупности. Поэтому нет. Переговоры, вот так, как ты говоришь, я ничего с тобой не переговариваюсь, просто воюю. Это означает, что ты не хочешь, у тебя и сомнений. Ну смотри, когда твои условия – это 4 новые области, то какой смысл вообще пытаться говорить, что мы хотим мира, если твое требование, чтобы Украина отдала 4 новые области? Ну, хорошо, я еще раз могу пример исторически привести. Финляндия. Воевала, Советский Союз напал на Финляндию. Отнял у нее там куски Выборг, там еще, так сказать, отодвинул границу от Ленинграда. В общем, очень невыгодная в результате конфигурация сложилась. Финляндия вынуждена была заключить этот договор. Она потеряла, она сохранила независимость, она сохранила правительство, все она сохранила. Это не было вот катастрофой, просто разрушения государства. Поэтому, мне кажется, ты неправильно трактуешь. Процесс переговоров – это процесс торговли. После встречи в Стамбуле Россия договорилась с Украиной об обмене 1000 на 1000, и вот она наконец произошла. Что там? Это, конечно, важно то, что огромное количество такое первый раз. И у Украины обменный фонд резко сократился, потому что у них так было, там 1600, что ли, пленных всего. И если еще один такой обмен, и больше некого будет менять вообще. А в России-то много очень украинцев остаются еще, там 5005, по крайней мере. Вот. Тут интересно то, что во время этого обмена впервые обменены в таких количествах гражданские люди. Так, примерно по 120 человек с каждой стороны. По-разному украинцы и русские видят их как бы, юридический статус и так далее. Все это не буду обсуждать, но я считаю, что это в принципе... Пополнение обменного фонда этого, оно бесконечно может быть, но это, в принципе, надо продолжать. Пусть украинцы отдадут всех, кого они там считают русскими шпионами, предателями, а Россия их, соответственно, считает там патриотами и настоящими людьми, и наоборот. Все, пусть эти люди разъезжаются в разные стороны и не сидят по тюрьмам. Это, в принципе, хорошее начинание. Но не знаю, насколько обе стороны заинтересованы будут в этом, потому что мы с тобой говорили о том, что люди, которые в Суджи попали в окружение просто на территорию, занятой украинской армией, да, они не смогли никуда выехать, и их вывезли на территорию Украины, украинцы, и фактически никуда больше не пустили. И вот сейчас 20 человек из этих вот жителей Суджи в рамках этого обмена вернулись в Россию. Это, конечно, хорошо, но и ты обрати внимание, это ведь
ими пополнили обменный фонд. Этими людьми. То есть вывезли и фактически сделали их заложниками. Пусть будет как угодно, но пусть меняют. Вот это мое личное мнение. Дмитрий Медведев недавно сделал заявление о том, что российские войска пополнились на 175 тысяч военнослужащих. Дмитрий Медведев сообщил, что в воинские части по состоянию на сейчас, как он сказал, пришло 175 тысяч человек и плюс еще 14 тысяч на контракт отдельно, он их считает как добровольцы. Не совсем понятно, с какого числа он их считает, но если, как обычно, он делает с начала года, то если к этим 175 тысячам добавить 14 тысяч добровольцев и разделить на 5 месяцев просто, потому что... Почему на 5 месяцев? Ну, май заканчивается. Считают же кварталами. Нет, я считаю с 1 января. Кто ты? Естественно. В смысле? Ну, считают. Отчитывается ежеквартально. Медведев всегда уточнял, с какого числа, иногда кварталами, а иногда он говорил с начала года. У него все время разные цифры. У него никогда такого не было. Вот. Но если Медведев в этот раз имел в виду пришедших на контракт с 1 января, то тогда мы просто делим на 5, потому что май вот только заканчивается, 5-й месяц, да, делим на 5, и у нас получается меньше 38 тысяч, там 37,8 тысячи человек ежемесячно приходит. В то же время совсем недавно Путин, вот тоже, верховный главнокомандующий, встречался, беседовал с представителями бизнеса, и там неожиданно отвлекся и выдал такую цифру, что ежемесячно контракт заключает 50-60 тысяч человек, чуть не в 2 раза больше, а тут человек, член его команды, которому по функционалу просто вменено заниматься вот именно призывом, это на Медведеве прям висит по его обязанностям, называет цифры, которые с цифрами Путина совсем не сходятся никак. Нам надо ждать какого-то уточнения. Для нас это важно. Почему? Потому что это темпы пополнения армии. Они всегда нами сравниваются с темпами по пополнению вооруженных сил Украины. Мы должны понимать 2 потока. У кого множится в эту сторону, у кого в другую. То есть у кого уменьшается, у кого увеличивается. То есть, даже если принять, что вот Медведев имел в виду пополнение с 1 января, мы этого не знаем, он не пояснил, да, если он даже с 1 января, то почти 38 тысяч человек в месяц – это большая цифра. По сравнению с украинцами они меньше собирают, да. Если эти расчеты наши верны, то тогда получается все равно превышение притока в российскую армию людей на контракт, чем украинскую по мобилизации. Медленно будет нарастать разрыв, но тем не менее он есть. И кто знает, может быть, мы вот сейчас как раз и видим результаты этих ножниц в том, что не хватает резервов Сырскому, чтобы остановить наступление под Мирноградом. Вполне возможно и такое, да. Но еще раз говорю, меня удивляет разница между тем, что объявил Путин, и тем, что объявил Медведев. JP Morgan Chase рассказали о 4 вариантах окончания боевых действий на Украине по их расчетам. Да, знаешь, почему мне показалось интересным об этом упомянуть, вот буквально упомянуть? Потому что все-таки это же гигантский мир большого бизнеса, глобальная экономика и так далее. Они все рассчитывают разные сценарии. Да, им тоже важно знать, как будет это все развиваться, потому что боевые действия таких масштабов отражаются на всех рынках абсолютно. Им это очень и очень важно. И они сами пытаются это делать. Вот у JP Morgan есть свои аналитические подразделения, которым дали задание, они выдали. Вот, короче, большой бизнес считает вот так. Есть разные варианты, наиболее оптимистичные, но маловероятно. Они считают, что даже вот этим летом будет заключен мирный договор. Этим летом. Даже так они предполагают. Вот, но наиболее вероятный, как они считают, это грузинский сценарий. Но если грузинский сценарий, то мы должны вспомнить, что Грузия-то потерпела военное поражение. На самом деле. И потом она, как независимое государство, существует, все, уже в НАТО она не хочет входить, она живет своим умом, и какие-то
извлекает выгоды из торговли с Россией, из приема российских туристов и так далее. То есть как-то наладили свою жизнь после этого поражения, оставив разговор о вступлении в НАТО. Вот примерно вот так. Но все-таки было военное поражение. У Украины-то этого нет еще пока. На прошлой неделе ты начал рассказывать про золотой купол, потому что сказал, что эта тема такая, что тебе хочется побольше об этом поговорить. Важная. Да, это стратегическая стабильность, это уже не Украина, это вообще судьбы мира на самом деле от этого зависит. Ты знаешь, исторически развивался так, что когда в 60-е годы этому президенту, которого потом скинули в результате импичмента Никсона, доложили все расклады, как может закончиться ядерная война там, при обмене ударом по крупнейшим городам, тогда он пришел в ужас и потребовал, попробуйте сделать какой-то другой план. И тогда они приняли такой сценарий к сведению, попытались его в армейском строительстве воплотить, который в дальнейшем получил название доктрины гибкого реагирования. Это означает, что мы не будем наносить немедленно уничтожающих ударов по всей территории Советского Союза, а уничтожим только пусковые ракетные установки, там военно-морские базы, где лодки могут стоять с ядерными ракетами, там, конечно, пункты управления ядерным комплексом, там командные и так далее. Упреждающий удар. Да. Вот это мы сделаем, а в ответ мы предполагаем, что Советский Союз тоже не будет бомбить все миллионные города американские, а нанесет удары тоже по этим самым. И таким образом мы минимизируем последствия ядерной войны. Вот эта доктрина гибкого реагирования, она на самом деле довольно быстро выродилась превратилась в доктрину нанесения первого обезоруживающего удара. Потому что вроде бы как гибкое реагирование, мы тебя не бомбим, а ты нас не бомбим. Но мы-то удар первый наносим. И, конечно, обе стороны стали задумываться о том, чтобы строить противоракетную оборону. Потом очень быстро стало понятно, что это невероятные деньги огромные. Начались переговоры об ограничении систем стратегической противоракетной обороны. Был заключен... Чтобы просто экономики стран не выдержали. Да. Потом, они... Мы оба договоримся, что мы будем экономить на этом. И не только, но и соблазн. Давайте не создавать друг другу соблазн ударить первыми. Угу. Не будем мы себя защищать, знаем, что мы беззащитны, и вы беззащитны. И тогда сократится этот люфт, который возникает между теми ракетами, которые вылетают в ответ на первый удар. Понимаешь? То есть их уже меньше. Я-то тебе какую-то половину или сколько-то уничтожил. И заключили этот договор. И он долгое время был прям краеугольным камнем стратегической стабильности. Потом его, американцы вышли из него в односторонний проект, это, по-моему, произошло в 2002 году. Сказали, что все, больше нас это нам не интересно. Они, видимо, что в верховных высших кругах США задумались о возобновлении этой идеи, о том, что надо строить стратегическую противоракетную оборону. И уже тогда, видимо, шло к тому, что сейчас реализуется в виде идеи золотого купола. Но перед этим был промежуточный вариант. Рейган объявил программу «Звездных войн» и хотел построить стратегическую оборонную инициативу, то есть нарушить этот договор. Но из договора Соединенные Штаты не вышли. А что они делали? Они исследования производили. Можно или нельзя, получится, не получится. Вот в чем дело. Никаких реальных, шагов, которые можно было бы расценить как уже нарушение договора, не было. Угу. Это именно на бумаге, считайте. Да? И тогда были самые разные варианты просчитаны. В общем, стало понятно, что нет. Все-таки деньги такие, что и Соединенные Штаты не потянут. И самый главный результат могут добиться такого, что еще хуже будет. Будет у тебя соблазн нанести первый удар, а кончится тем, что ты погибнешь вместе со всеми. И оставили они эту идею. Американцы сами ее оставили. И никакой не Советский Союз возражал. Нет, они сами эту идею оставили. И в 2002 году американцы все-таки передумали опять, вышли из этого договора об ограничении стратегических противоракетных систем, которые защищают всю территорию государства. И
вот они, видимо, сейчас окончательно созрели. Опять начинается просчет. Но что делает Трамп? Он все-таки 175 миллиардов выделяет на исследования. Все-таки опять начнутся исследования, сможем, не сможем, и только потом уже они будут решать. Да? Но тревожный термин знак, потому что вдруг они посчитают, что сможем. И тогда все рухнет. Но, я имею в виду, вот, стратегическая стабильность в современном виде, ее как-то по-другому надо будет все устраивать. Что тогда сделал Советский Союз и советское руководство? Когда вот возникла доктрина гибкого реагирования, и что мы у вас будем бомбить только вот ядерный комплекс и систему управления ваши, обе стороны развивали систему глушения сигнала. Так что, ну вот, все секретные коды и так далее, они на запуск. Системы подтверждения полномочий, они все предусматривали, в том числе и радиообмен, и были созданы такие системы глушения, которые, ну, просто очень здорово мешали. Но стал вопрос о том, что вообще-то может быть утрачено управление ядерным комплексом в Советском Союзе. Ну, в результате первого обезоруживающего удара будут, некому будет, вернее, можно будет передавать сигнал, но не будет инструментов, по которым его передать. Ну, типа ответный запуск не смогут сделать. Или смогут сделать, ну, в ограниченном, в общем, виде. Тогда и была рождена вот эта идея самой секретной части российского, советского ядерного комплекса, о которой мы сейчас кратко поговорим. Это является прямым ответом, на самом деле, на систему «Золотой купол». Это система «Периметр». Периметр – это система гарантированного доведения сигнала до всех частей воинских, в которых есть ракетные, ну, стратегические ядерные ракеты, авиационных частей, стратегической авиации, подводных лодок и так далее. Ну, это, когда создавалась система периметра, она создавалась как система, позволяющая обойти повреждения связи. То есть американцы ударили, генеральному штабу там, и командованию РВСН отрезали возможность передать сигналы и соответствующие коды подтверждения на запуск ракет. И все. Значит, просто и ракета не взлетает из-за того, что связи нет. Как устроили эту систему периметр? По всей стране были созданы специальные датчики. Они, ну, скорее похожи по своему устройству на традиционные автоматические метеорологические станции, которые собирают данные о погоде. Но, значит, в тех местах, где наиболее вероятен удар ядерной боеголовки американской, создаются устройства, которые измеряют давление воздуха, ловят ионизирующее излучение, да, гамма-излучение, вспышки света и, конечно же, сейсмические волны, которые от взрыва. Все это сводит вместе, между собой коррелирует и делают вывод о том, что вот здесь произошел ядерный удар без участия человека. Автоматизировали фактически распознавание ядерного удара. Вот. И дальше была создана специальная сигнальная ракета, так называемая. Она на базе была ракеты, которую изготовлены на Южмаше. У нее есть свое название, фотография, она неоднократно показывалась. Это так называемая сигнальная ракета, у которой установлена специальная боеголовка техническая, изготовленный прибор в Ленинградском политехническом институте. Это, по сути, радиостанция, которую нельзя заглушить. И вот эта ракета взлетает после того, как датчики обнаружили нападение, летит и на пассивной части траектории, уже не на активной, на всю страну передает сигнал на ответный удар. Передает всем, все части оборудованы специальными приемниками этого сигнала, надежными. Они все получают подтверждение кода и так далее. Вот то, что у Путина там в ядерном чемоданчике. Вот это все с этой ракеты, с боеголовки летит. Знаешь, Жень, для меня это самый настоящий ангел смерти. Он летит над страной и раздает сигналы на ядерную атаку. И в ответ ракеты взлетают с территории Советского Союза, независимо от того, какие повреждения получила система связи. Однако считается, что, вообще-то говоря, конечно, приводит в действие человек.
И вот тут есть такой артефакт. Об этом говорят, но это настолько секретная часть устройства вот этой всей системы, что ее ни подтверждение, нет, ничего, это как бы предположение. А что происходит после того, как эта система передала все данные о том, что ядерные удары уже нанесены? Все, война началась, боеголовки упали на землю. А ответа из Генерального штаба или командования ракетными войсками стратегического назначения она не получила. То есть компьютер не получил обратного сигнала, что типа, все, давай, запускай эту ракету. Что значит все мертвы. Да, это значит все мертвы. И вот тут возникает предположение о том, что, видимо, как алгоритм, туда зашита команда на старт уже без участия человека. То есть это и есть та самая машина судного дня. То есть все руководство Советского Союза погибло, все командование ракетными войсками, там, и все ядерные триады погибли, связь нарушена и так далее. И тут эта ракета, эта система запускает эту сигнальную ракету. И, кстати, никто не говорил, что эта ракета одна. Всего было запланировано 10 ее испытаний, а провели 7 всего, из них 6 удачные, а одна так наполовину. И эти испытания были одновременно с запуском других ракет. То есть ракета сигнально взлетала, передавала сигнал, и одновременно стартовали ракеты, обычные ядерные ракеты, ну, которые по учебной траектории улетали там на Камчатку, на полигон Кура, и там падали. То есть она успешно запускала чужие ракеты, которые ей подчиняются, так скажем. То есть все работало. Но всегда считалось, что вообще-то ее запускает человек. И если гибнет руководство, то должны же остаться какие-то люди, которые меньшие полномочиями. Ну, в бункерах. Там, там же есть цепочка. Да, вот именно, цепочка. И по цепочке это полномочия передаются. А до какой степени работает цепочка? Может ли какой-нибудь мичман там на подводной лодке, ну, не мичман, капитан, или какой-нибудь сидящий, допустим, там в горах где-нибудь там в Сибири, невысокого чина, командир батареи, дать сигнал на запуск всех ракет Советского Союза? Получается, что как-то не очень стыкуется. И вот отсюда и возникла эта гипотеза, что, видимо, туда заложен алгоритм, что если через какой-то промежуток времени она не получает обратного сигнала, она автоматически запускает без человека. Вот эта система судного дня, оказывается, пережила Советский Союз. Оказывается, она была модернизирована. И эта радиостанция, боеголовка, значит, «Ангел смерти», как я ее называю, она была снята с этих челомеевских ракет «Южмаша» во время модернизации ядерного комплекса, переставлена на ракеты «Ярс». Сейчас, видимо, может быть, она на другие какие-то ракеты переставлена. И в 2011 году командующий ракетными войсками стратегического назначения подтвердил, что система периметра жива, существует и находится на боевом дежурстве. То есть ее поддерживают в рабочем положении. А в каком вообще году, когда началась разработка вот этой системы периметра? В 1974 году. В 1974 году началась разработка оружия судного дня. Да. И в ответ на создание вот этой доктрины гибкого реагирования. В 1964, за 10 лет до этого, вышел фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав», в котором вот ровно все это и произошло. Советский Союз запустил после уничтожения ракеты и уничтожил весь мир. Автоматически, да? На 10 лет раньше. Вот, Жень, видимо, сама идея в воздухе носилась, я так думаю. Она была настолько проста. Я тебя убил, хорошо, ты меня убил, но я даже мертвый запущу. Понимаешь, вот эта вот идея, она, видимо... то есть два варианта. Первый вариант. Я уничтожаю всю твою технику, ну, все твое оружие, и тебе нечем отвечать. И естественный ответ: хорошо, ты меня все уничтожил, а я создам систему, которая все равно ответит. Вот примерно так. И если
в 2011 году пришло подтверждение от такого большого чина о том, что эта система, у меня нет никаких оснований предполагать, что сейчас эта система не действует. Скорее всего, она так и сейчас и до сих пор и действует. И даже есть среди энтузиастов, которые раскапывают всякие факты вокруг этой системы, предположение, что вот эту радиостанцию жужжалка, о которой мы рассказывали. О которой мы рассказывали, да. Это часть системы периметр. Она дает сигналы. То есть есть два варианта. Или она с инопланетянами разговаривает, либо она, значит, часть машины судного дня. Ну и еще интересно, что одна из гор на Урале, на Северном Урале, тоже считается, там ядерный объект находится, разные, так сказать, эти самые. Ну, туда же, по идее, должны эвакуироваться. Да, что там находится центр этой системы. Периметр. То есть она находится настолько глубоко в горе, что ее никак вот, ядерным взрывом не достанешь. Вот, строго говоря, и это и есть тот там, ядро технологического ответа, которым может быть дан на золотой купол. То есть мы совершенствуем свои ракеты ядерные так, чтобы они смогли прорвать этот золотой купол. И как бы ты ни защищался, даже если мы все погибли, все равно тебя настигнет кара небесная. Вот примерно так. Но опять-таки... Это же суперзлодейское оружие на самом-то деле. Золотой купол – это все-таки хоть и упреждающий удар, но какая-то этическая норма в ней сохраняется. Система периметр – это просто оружие с доктора зло. Ну вот, Карандышев достает пистолет и стреляет в Ларису Агудалину. Ах так, когда она ему отказала, не захотел замуж за нее выходить. Так не доставайся же ты никому. И убил бедную девушку. Потому что, так сказать, вот такой был завистливый человек. Путин что говорил? Они не знают, там, что с ними будет, а мы в раю окажемся. Вот его выражение такое было. Так вот, по крайней мере, на сегодняшний день вот так обстоит ситуация. Но нам это наследство досталось от наших отцов. И с 1974 года. Это такие... задумывались, как ты правильно совершенно сказал, наверное, еще в 60-е годы вообще об этом. Вот так. Но поскольку систему никто не отменял, она действующая, видимо, она как идея всех устраивает. Если она является тем, чем предполагается. Потому что я правильно понимаю, что четких доказательств того, что она действительно срабатывает, когда все уничтожено, нету. Нету. Она изначально создавалась, Женя, я еще раз повторю, для того, чтобы гарантированно сигнал довести до ракет. Но это не означает, что мертвая машина должна, так сказать, включать эти ракеты. Предполагалось, что все-таки человек запустит вот эти сигнальные ракеты. Но образ сигнальной ракеты, которая летит и раздает коды того самого... активация, да, и ответного удара, это, конечно, такая страшная картина. Но все-таки, как я понимаю, тогда это предполагалось, что сигнальные ракеты запускает все-таки человек. А в чем смысл-то держать такое оружие в секрете, если его цель – это запугать? Сделать так, чтобы никто никогда на тебя не напал. Знаешь, оно не столько в секрете, оно официально известно. Про него много рассказывали. И даже функционал. И даже есть интервью ее создателя западному журналу, по-моему, Wired журнал. Он ему давал прям интервью об этой системе, рассказывал. Она не является абсолютной тайной. Но вот есть вот в ней кусочек. Вот это самый главный, тот кусочек, который должен вселять страх во всех в мире. И зачем его держать в секрете, если это как раз то, что вроде как должно тебе дать... вот эта вот неопределенность, она, наверное, и есть глубокий замысел. Как Мерц сказал, мы не будем больше рассказывать, поставляем мы на Украину ракеты или не поставляем. Пусть гадают, пусть боятся. Вот примерно так. Ну... Если вам было интересно, я прошу вас еще раз поставить лайки этому выпуску, подписаться на наш канал тем, кто еще не подписался, ну и особая наша благодарность тем, кто активно поддерживает нас на Бусти. Всего хорошего, до следующей передачи. До свидания.